Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Братья Че. Сегодня мы начинаем цикл наших рассказов о долине царей и загадках этих мест. Поехали! Всем привет, друзья! С вами опять я, ваш блогер-исследователь. Сегодня я нахожусь в долине царей в Египте, где находится одна из самых известных гробниц КВ-16, гробница фараона Рамзеса I. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по истории и секретам этого места. Прежде чем попасть в гробницу, нам нужно было доехать из Хургады до Фив, современного Луксора, более 500 километров через горячую пустыню. Температура здесь достигает плюс 45 градусов по Цельсию. Можете представить, насколько здесь жарко? Но ничего, для новых открытий мы готовы выдержать эти плюс 45. Но нужно еще перебраться на западный африканский берег Нила. Посмотрите, какой он широкий в долине Луксора. Чтобы осознать масштаб этого места, знаете, что общее количество гробниц долины царей с учетом новых открытий в 2005 и 2008 годах составляет 63 захоронения. Первый фараон, похороненный в долине царей, Тутмос I из 18 династии и последний Рамзес XI из 20 династии. Запомните имена самых известных египетских фараонов, захороненных здесь. Тутмос III, Тутанхамон, несколько великих Рамзесов и, конечно же, Сети I и Эхнатон. Перед вами карта с расположением всех открытых гробниц, и мы переходим к КВ-16. Так археологи обозначили гробницу Рамзеса I. Только представьте, друзья, что здесь, внутри гробницы, духота еще сильнее, чем на улице. Нарисуйте в своем воображении это место. Темный коридор, в котором постоянно подслеповатый полумрак. И воздух такой тяжелый, что кажется, что он стоит на месте. Но вот мы и спустились. Посмотрите, друзья, эти удивительные настенные росписи. Здесь изображены жук-скоробей, символизирующий вечность, и главные боги египетской мифологии, такие как Азирис и Изида. Эти росписи были выполнены с таким мастерством, что вызывают неподдельное восхищение, когда их видишь вживую, стоя перед фреской.
Особенно, когда осознаешь, что сделаны они были 3000 лет назад. Теперь перейдем к самому фараону Рамзесу I. Именно этот военный командир из гвардии рано умершего Тутанхамона спас страну от хаоса междоусобиц, внешнего вторжения хеттов и возродил египетскую цивилизацию практически из пепла. Родившись в семье военных, мальчик по имени Парамесцу сделал свою карьеру при главнокомандующем войсками Эхнатона, затем Тутанхамона, и ставшего впоследствии первым фараоном из военных не царской крови – Харем-Хебе. Также он был отцом Сети I и дедом великого Рамзеса II, о которых будут наши следующие ролики. Его трехгодичное правление вывело Египетскую империю снова на путь процветания и величия, а самое главное, узаконило династию военных не царской крови рамессидов. И вот мы наконец-то пришли к самой главной точке нашего путешествия – саркофагу Рамзеса I. Посмотрите, в каком отличном состоянии он сохранился за 3 с лишним тысячи лет. И как же умело они смогли вырезать на нем сцены из жизни богов и фараона. Дальше будут глазки бога Анубиса. Как они смотрят, кажется, сейчас насквозь прожгут. Вам интересно, как была обнаружена эта гробница? Впервые гробница была обнаружена в 1817 году итальянским путешественником-авантюристом и по совместительству археологом Джованни Бельцони. Он же первым зашел в гробницу. Это было настоящее научное открытие великого фараона-основателя династии рамессидов, которое позволило нам узнать больше о жизни и культуре Древнего Египта. Далее, в 1825 году англичанин Джеймс Бёртон создал подробный план и нарисовал схему гробницы. Далее, в 19 и 20 веках разные египтологи посещали КВ-16 с целью изучения иероглифической письменности. Теперь переходим к загадкам этой гробницы. Первое – это псевдоним Рамзес, который взял военачальник Парамессу. Дословно Рамзес переводится как «уставший от бога Ра». Вы можете себе представить, чтобы, к примеру, наш великий князь всей Руси Иван IV, получивший псевдоним Грозный, взял себе псевдоним «уставший от единого бога» и перешедший в многобожие и язычество. Почему такой загадочный псевдоним? Напишите в комментариях ваши версии, как мог бы звучать аналогичный псевдоним для русских князей или императоров. Вторая тайна. А что же там нашел авантюрист Бельцони? Египетским властям он заявил, что могила пустая, нет даже мумии фараона. Хотя потом на черных рынках всплыло некое количество артефактов именно из данной гробницы. Третья тайна – это мумия Рамзеса I. История находки и перемещения, которой настоящий исторический детектив в стиле Агаты Кристи, начавшийся в XIX веке с обнаружения семьей грабителей могил Абу-Расула, спрятанных мумий 11 фараонов в гробнице ДБ-320, ее тайной продажи в 1860 году коллекционеру из Северной Америки Джеймсу Дугласу и дальнейшие запутанные истории, закончившиеся возвращением ее в Луксорский музей, где она сейчас и находится, на противоположном берегу Нила. Это интересная и захватывающая история, о которой мы готовы рассказать в отдельном ролике, если вы напишите 100 ваших комментариев или версий по тайнам и загадкам этого места.
Дальше переходим к рейтингу наших персональных впечатлений от посещения этой гробницы. Первое место, конечно же, гигантский жук-скоробей, символизирующий вечность. Он долго мне потом снился. Если вы знаете приметы, к чему снится жук-скоробей, напишите в комментариях под роликом. Второе место – это Осирис, страшный зеленый бог подземного царства мертвых, со сценой суда над всеми, кто выстроился к нему в очередь. И третье место – это гранитный саркофаг, на котором очень ювелирно вырезаны сцены из жизни богов и Рамзеса I. Вот и все, друзья. Мы побывали в долине царей, узнали о гробнице Рамзеса I и прикоснулись к истории Древнего Египта. Необычайно интересное место, не правда ли? Спасибо, что присоединились к нам в этом увлекательном путешествии. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие обзоры о загадках и гробницах долины царей. До встречи!